Здравствуйте! Канал Masters of Body снова вас приветствует. И сегодня самая тяжелая тренировка в нашем массонаборном цикле — это, конечно же, ноги. Она будет не совсем обычной, не совсем базисной, как люди привыкли. Жим, приседания, некоторые делают становую тягу, чего здесь можно добавить для массонабора. Но мы покажем вам несколько любимых нами приемов, которые позволят вам из, казалось бы, банальной классической тренировки по набору мышечной массы ног сделать ее чуть-чуть поинтересней, немножко поинтенсивнее и, соответственно, более полезной. Андрей начал кардиоразминку. Начинаем кардио с велотренажера, который особенно хорошо разогревает коленные суставы и квадрицепсы. Также в разминке будет участвовать разгибатель ног, сгибатель и гиперэкстензия. Выполняем один круг. Кардиоразминка минут 5-10 на ваше усмотрение. Сгибатель, разгибатель по 15-20 повторений. Гиперэкстензия также. Все упражнения выполняются очень медленно. Пытаемся растянуть мышцу по полной длине, как в одном упражнении, так и в другом. Задействуем все ее прикрепления, нижнее, верхнее, фиксируем крайние положения. Вот, растянули, согнули. То же самое будем делать и на разгибателе. То есть выполнили хороший круг и потом перейдем к основной части нашей программы. Итак, мы начали основное упражнение сегодняшней тренировки, это приседание. Первый подход пустым грифом Андрей сделал 20 повторений. Сейчас повесили 50 килограмм. С этим весом выполним 15 повторений. И так будем добавлять каждый новый вес и уменьшать количество повторений, пока не дойдем до максимального. — 80 килограмм Андрей присел на 10 повторений. Сейчас сделаем предпоследний перед максимальным 110 на 6 повторений. И потом 140 дропсет 6, 6 и 6. Подытожим немного наши приседания сегодняшние. Андрей с пустым грифом размялся, мы никогда не пренебрегаем разминкой. Потом 50 килограмм, он сделал 15 повторений, 80 на 10, 110 на 6. Почему на 6? Мы не стали этим промежуточным, но достаточно тяжелым весом убиваться, сохранили максимум сил к пиковому подходу. Естественно, 140 это не пик его возможностей, Андрей может сделать гораздо больше, но мы показываем вам сам принцип тренировочный, который рекомендуем в сегодняшнем выпуске. Поэтому сейчас на штанге 140 килограмм и мы выполним 3 таких быстрых подхода по 6 повторений. То есть он приседает. Я или кто-то, если у вас есть возможность сделать 2 ассистентов, снимаем по одному блину, остаем 110, еще раз делает 6 повторений и последним весом максимально медленно еще доделывает 6 раз. Обязательно в такой технике, это очень тяжело, попытайтесь кого-то позвать, чтобы вас подстраховали.
Почему? Этот вес должен быть предельно максимальным, эти 6 раз. То есть они не должны выполняться свободно и легко. Он должен быть на грани ваших возможностей. Тогда весь этот тренировочный принцип, как называл его Шварценеггер, стриптиз весов, принцип непрерывно, он будет иметь, естественно, успех и оправдает свою цель. Если же вы взяли обычный рабочий вес и сделали вместо 10 6 повторений, то дальнейшее понижение весов для массонабора не будет иметь никакого толку, никакого успеха. Поэтому максимально возможный вес, экипировка, наколенники, пояс и помощь напарника. Второе упражнение сегодняшней тренировки ног – это, конечно же, жим ногами. Значит, после того, как мы выполнили приседания, особенно последний дроп-сет, ваши ноги, по идее, уже максимально утомлены и горят. Поэтому первый подход сделаем пристрелочным весом 12 повторений, потом добавим вес и сделаем 10, и третий будет по тому же принципу 6, 6 и 6 дроп-сет. «12 раз пожали, потом добавили вес, пожали 10. Значит, что мы сделали? Мы приготовили связки, тазобедренные суставы к максимально возможному рабочему весу. Принцип такой же, как был в приседании. То есть берем вес, который вы априори в принципе не можете сделать 10-12 раз. То есть вам это должно быть очень тяжело. Также экипировка, обязательно колени. Также желательно, чтобы вас кто-то подстраховал. Поэтому с этим максимально возможным весом выполним 6. По одному блинчику убрали еще 6, и еще по одному убрали еще 6. Тогда это будет именно тот пиковый бомбезный подход, который запустит процесс гипертрофии ваших квадрицепсов. Третье упражнение мы выбрали приседания в машине Смита. Так как в нашем зале этот тренажер хороший, выбрали именно его.
Для того, чтобы пристреляться к новой плоскости, для того, чтобы перестроиться после предыдущего, берем не сильно большой вес и выполним 15 повторений. Значит, друзья, не в каждом зале есть тот или иной вид оборудования, поэтому если у вас, допустим, машина Смита оставляет желать лучшего, либо же ее просто нет, можно использовать ГАК-тренажер, он выполнит те же функции. Или можно использовать вот такое вот приспособление, сейчас вам Дмитрий покажет, для фиксированного приседания, куда выставляются вот таким вот образом ноги. Можно просить напарника, который вам подаст вес. И также можно работать. Также будут изолированно работать квадрицепсы, как и в машине Смита, как и в ГАК-тренажере. Разминочный подход на 15 повторений мы сделали. Почему мы здесь делаем всего один такой разминочный, пристрелочный? После предыдущих 2 упражнений ноги уже очень утомились. Поэтому делать здесь 2 промежуточных подхода нет никакого смысла. Мы присели, мы проверили связки, суставы на предмет работы именно в этой амплитуде. Добавили еще по 2 блина с каждой стороны. И следующий, тот же дроп-сет, 6, 6 и 6, с помощью напарника, с поясом, с наколенниками или бинтами, если вам надо, выполняем. Так сказать, убираем работу спины почти что и максимально выставляем ноги вперед, прокачиваем, прорисовываем четырехглавую мышцу бедра. Еще один момент, друзья. Мы так говорим, конечно, смело, 3 по 6, 3 по 6. Если вдруг в процессе приседания или в процессе выполнения любого упражнения вы чувствуете, что это уже отказ, не стоит рисковать здоровьем. Если в последнем повторении будет не 6, а 4 раза, ничего страшного, это тоже пойдет вам на пользу. Главное, что в каждых из этих половинчатых подходов вы выложились на полную и не травмировались, конечно же. Четвертый, отдыхающий в кавычках сет, это сгибание ног лежа и голень в станке стоя. Их мы всего выполняем 2 по 15-20 повторений. То есть фактически вам надо во время этого суперсета дать отдохнуть квадрицепсам. Как я уже сказал, 2 подхода, 15-20 повторений в очень плавном темпе. И 5-е упражнение нашей сегодняшней мощнейшей тренировки, так сказать, вишенка на торте, разгибатель в станке. Первый подход в самом начале мы делали как разминка. После 4-го упражнения, которое Андрей только что показывал, квадрицепсы чуть-чуть отдохнули. Сейчас он пристреляется, поймет, какой его в конце тренировки, в нынешней кондиции будет максимально возможный рабочий вес. И потом мы сделаем также дроп-сет. Итак, в предыдущем подходе Андрей определился с максимальным весом. И сейчас этим максимально возможным 75. Андрей выполняет 6 повторений. Теперь слегка уменьшает. Выполнит 5 и потом 4.
Друзья, это то, о чем я вам говорил. То есть 3 по 6 это, конечно, хорошо, но если мышца сильно утомлена, то в первую очередь делаем аккуратно. Не страдают колени. И с максимально возможно правильной техникой. Последние сегодня 4 раза максимально выцеливаем, растягиваем и пиковое сокращение испытывает вверх. Все, капли, колени не страдают, все отлично. Вот и все. Иди сюда. Все, он не может стоять, друзья, извините, конечно. Тренировка была тяжелой. Еще обращаем ваше внимание по поводу рабочих весов. Кто-то может сказать, есть у нас такие хейтеры, которые говорят, что типа на химии, там, или мы продвинуты, или не продвинуты, все это можно сделать, а любителям это невозможно. Это не так, поверьте. Сам тренировочный принцип, он применим для спортсмена, как бы, ну, любого уровня, не начинающего, конечно, но если вы уже год-два занимаетесь в зале, если вы были с нами все это время на нашем канале, попробовали наши предыдущие тренировки, вам это будет понятно и доступно. Вы подберете веса под себя, вам нужен напарник, друг рядом, который поможет осуществить это. Однозначно. И я уверен, вы достигнете хороших результатов. О ваших результатах можете писать нам, о ваших пожеланиях также сообщайте. И о ваших впечатлениях о наших тренировках. Нам очень важно это знать, и мы благодарим всех, кто присылает свои отзывы и комментарии по поводу выполненной программы. Мы благодарим клуб Orange, мы благодарим вас за внимание. Андрей. Дмитрий, и не забывайте, нам 40+, поэтому не так все просто. До новых встреч!